Друзья, всем привет! Кто хочет научиться массажу, переходите на мой сайт курса массажа Ольги Бугановой и приобретайте онлайн обучение по тому виду массажа, по которому вы хотите обучиться. Представлены различные виды от антицеллюлитного массажа, лечебного массажа спины, лимфодренажного и глубокой релаксации балийского массажа, также массаж гуаша и массаж лица, две техники, которые выполняются без масла и по маслу. И вы можете также стать сертифицированным мастером, после обучения получить сертификат. А сегодня я начну массаж спины делать. Будет он в двух сериях. Это будут не отдельные какие-то движения, как в некоторых видео по массажу спины, а именно полноценный массаж спины, как я его делаю в своем обычном режиме. Сегодня у меня как модель Марго. Вот я спрашивала до массажа, давай еще раз спрошу, чтобы на камеру. Ты делала когда-нибудь массаж спины или вообще какой-то массаж? Не делала. Вообще никогда. Ну и, конечно, с такими клиентами, которые никогда не делали массаж, мастеру, ну или я так буду говорить от себя, да, что я работаю более чувствительно в том плане, что рассказываю клиенту, объясняю, что он должен чувствовать. И ты не должна чувствовать боль сильную. Если будет где-то некомфортно, и ты этот дискомфорт можешь, ну, как ты знаешь, там продышать, пережить, то это окей. Если будет настолько больно, что дыхание от боли будет замирать, и ты будешь чувствовать, что твои мышцы напрягаются от боли, так быть не должно. И если я это не почувствую, ты мне об этом говори. Но вообще, в основном, всегда я чувствую, когда клиент напрягается, и узнаю, что же такое больно ему или щекотно бывает, или еще что-то, да, как-то может быть неприятно. Ну и вообще такой первый опыт в массаже. Я чувствую, что, ну так, скорее всего, как ты первый раз, ты немножко напряженная все равно. Тебе вот больно? Затылка нет, затылка щекотная. У меня просто кожа чувствительная. Около затылка? Здесь? Вот, слева и справа от затылка. Вот здесь, да. Вот, Вот здесь, где лопатки? Чуть выше. Вот здесь, да? Да, вот здесь и на другой стороне, справа. И здесь щекотно, Нет, да? нет, вот, нет. Ну давай, я буду делать, а ты скажешь. Да. Вот в этом месте. Чуть выше и правее. Еще правее. Вот здесь. Да, вот здесь и на другой стороне также. Ну, ощущение, что тебе щекотно? Да. А так, я провожу щекотно? А так сейчас нет. Но это говорит о том, что клиенту достаточно чувствительно, скорее всего, болезненно. И многие вот это вот ощущение чувствительности и боли воспринимают, что как щекотно. Поэтому в этом месте я начинаю делать с более слабым давлением и более медленные движения. Скорее всего, мышцы сильно напряжены именно в этом месте, поэтому и ощущение как будто щекотно. Также такой массаж спины есть в массаже в обучении, в обучающем уроке общий массаж тела. Ну, когда я работаю, больше работаю весом, сила идет от тела. А здесь не щекотно? Сейчас нет. Сейчас нет. Ну вот да, уменьшила давление и ощущение, что щекотно, оно уменьшилось. Так как Марго не делала массаж спины никогда, я сейчас больше релакс движением отдаю предпочтение. Но, конечно, и будут сильные движения, насколько они могут быть сильными у данного клиента.
Ну, а если клиент уже адаптирован к массажу, то я могу начать сразу с достаточно сильных движений, которые я люблю. Это движения такими вот костяшками, такие растирающие, глубокие движения. Для этого всего, конечно, нужна адаптация. А первый раз это просто как знакомство. И главное здесь клиента не напугать тем, что нужно терпеть и да, там как-то. Ну, сейчас вот по мышцам поработаем немного. Как здесь? Не больно? Да, все отлично. Сейчас. Сейчас щекотно немного было. Щекотно, да? Да, вот и шея. И от этой щекотки ты начинаешь как-то напрягаться сильно. Сжиматься, да. Мгм. Старайся акцент сейчас сделать, потому что я знаю, что сейчас я делаю вообще очень-очень легко. Прям вот как массаж лица, даже еще слабее сейчас делаю. Попробуй сделать акцент на дыхании, на своем выдохе, чтобы не задерживаться на вдохе, не затаиваться на вдохе, а дышать и делать выдох. Ну вот я, да, чувствую, что сейчас щекотно. Немножко, да. Ну, можно сказать, что эти места тебе неприятны. Шейно-воротниковая вот здесь зона. Да, да. Можно тогда сказать, что не очень приятно. Ну окей, тогда я буду меньше делать на них акцент и больше на грудной отдел сделаем. Как здесь? Здесь хорошо. Удобно. Ну вот да, первая процедура с клиентом, у которого не было опыта в массаже, действительно может быть такой, не знаю как, хождение по минному полю, да, и каждый раз сверка с клиентом, насколько эти движения допустимы для данного клиента. Ну, попробую сейчас сделать костяшками, но еле-еле. Как ощущение? Ну, приятно. А? Не щекотно. Не щекотно. Я заметила, как я сказала, что я сейчас буду делать костяшками, ты мышцы, да, напряглась, что это для тебя как будто что-то новое и страшное могло быть. Но видишь, нормально все вроде, не больно. Да, я понимаю, что ну, как-то ты очень чувствительна, и к тебе нужен особый подход. Нельзя делать достаточно сильно, агрессивно, и такие массажи могут быть даже вообще противопоказаны тебе. Ну, просто так, знаешь, более спокойно, какие-то размеренные движения. Для меня, как для мастера, который работает уже много лет в массаже, я работаю около 20, да, ну, около 20, сейчас уже, наверное, 22 года в этой профессии, и для меня реакция тела и реакция нашей психики, они идентичны. Я имею в виду то, что ну, могу предполагать, что ты вообще такая вот чувствительная достаточно, можешь быть и к миру. Знаешь, такие люди бывают закаленные, им все равно, да, что ты можешь такая быть достаточно чувствительная к тем проявлениям, ну,
не знаю, мира, которым другие люди могут быть так, достаточно стойки и не чувствовать этого. Что ты можешь сказать по этому поводу? Ну, я ранимая, есть такое. Меня очень легко задеть. Такой характер. Ну вот да, и тело соответствующим образом оно тоже реагирует, как продолжение нашего некоторого психоэмоционального такого состояния. И, конечно, если бы попался мастер, который бы тебе сказал: нет, терпи, я сейчас буду делать, как я считаю нужным, вот это бы тебе точно не подошло. Я бы к такому не вернулась, наверное. Но ты бы осталась, как думаешь? Не соскочила бы с кушетки, не выпрыгнула бы в окно. Ну, если бы я уже заплатила, то, наверное, нет. Терпела бы до последнего, да? Ну вот такие, да, ситуации бывают, но я призываю, конечно, не терпеть. Ну вот, сейчас на этой стороне тоже начала так чуть-чуть пожестче делать, но такой уже реакции нет. Ты уже, Я уже привыкла. уже привыкла. Все равно попробуй еще потом на шее вот справа вернуться, и ты мне скажешь, может быть, справа начну делать, может, справа не будет так ощутимо, как слева было. Давай попробуем здесь еще. Как Не здесь? щекотно вообще. Сейчас не щекотно. Но сильнее не надо, да? Ну, даже не знаю, можно тому попробовать. Да, попробуем вот так. А вот сейчас мурашки пошли. Ага, мурашки, да. Тоже мурашки могут от того, что мышцы напряженные, начинают расслабляться. И ощущение, что да, так как мурашки идут. Ну, главное, чтобы не щекотно тебе было. Сейчас чуть-чуть шапку подправлю. Немного вот так. Угу. Вот понятно, почему она не держится. Чуть голову подними. Все, опускаем. Угу. А такие движения, как я лопатку в сторону отвожу немножко. Ну, тоже немножко мурашки идут. Тоже. Ну, как терпимо. Угу. Я думаю, привыкнуть можно, если это. Ну да, ты первый раз, и вообще это страшно что-то первый раз начинать делать. Особенно с чувствительной кожей. Да. Но на самом деле кожа, да, может быть и чувствительная, но на все реагирует наш мозг. То есть я делаю что-то, да, какое-то касание, и сигналы идут в головной мозг, и мозг уже чувствует, он реагирует. Как тебе больно, приятно там или по-другому. Ну вот да, так более чувствительная такая реакция. У меня наоборот, я вот со временем, как-то раньше я могла терпеть очень сильную боль, там и массаж такой очень прям, ну и сейчас я достаточно сильный массаж, но больше, чем я могу, чем мне комфортно, я не терплю. А раньше я прям готова была терпеть, и ну, ты знаешь, как-то вот со временем меняться может ощущение. И потом подумала, что я что-то терпеть не очень хочу. Знаешь, такие бывают массажи,
чтобы оставались синяки, антицеллюлитные. Наверняка... Мануального терапевта какие-то тоже не очень приятные бывают, но полезные при этом. Ну, я боюсь мануальных. Если остеопаты, то окей. А мануальные, если это вот, ну, там, быстро, резко, то это страшно. Может быть, последствия не очень хорошие. А если это остеопатия, что-то такое медленное, глубокое, ну, смысл тот же, да? Там, грубо говоря, там, на место, да, как-то все они пытаются поставить. Ну, тогда да. А мануальщики, конечно, ну, если это резко, тогда страшно. Главное к специалисту профессионально попасть. Да. Это так. Ну вот то, что я здесь делаю, эти движения основанием ладони и пальцами в данном массаже для Марго, это подходящий такой массаж. А с другими клиентами я бы это делала все костяшками, достаточно сильно. Мурашки опять. Угу. Ну, вот мурашки, да, мышцы еще вот напряженные, начинают расслабляться, и может ощущение быть такое. Особенно, когда голову прорабатываешь. Но вот не знаю, обычно я делаю, еще переворачиваю массаж шеи, делаю клиенту, когда в конце прошу лечь клиента на спину и прорабатываю шейно-воротниковую зону. Так шея лучше расслабляется. Я не знаю, насколько это тебе будет актуально, потому что вроде бы как-то тебе этой зоны, ну, так достаточно ощутимо. Да? Ну, во всяком случае, можно пробовать. Это с психосоматикой может быть связано, что вот именно эта часть чувствительная? Но есть специалисты, которые связывают зажимы в этой области с определенными проблемами. Ну, а есть нет, смотря в каком направлении работать. Ну, потому что разные есть направления в психологии. Я этого направления не знаю. Ну, я в другом направлении. Ну, то есть я в гештальт-терапии, и это там не учитывается никак. Ну, я по себе даже сама знаю, что если я начинаю эту зону прорабатывать, сама себе шейно-воротниковую зону головы, часто бывают мурашки, часто могут течь слезы, но не потому что грустно, а потому что мышцы расслабляются очень хорошо шеи. Вот если еще сильно жевательные, хорошо глубоко мышцы проработать, то настолько расслабляются мышцы, что из глаз могут течь слезы. Ну, как от ветра или еще от чего-то. Вот такое состояние, да, мне знакомо при сильном напряжении мышц, и в этот момент, когда ты их расслабляешь, тогда да. Сейчас я тоже мышцу в сторону отвожу.
Ну, такие движения даже здесь делать не буду, как я обычно делаю, вот такие костяшками, прям резкие и сильные, растирающие по мышце, которые мне как клиенту очень нравятся. Ну, то есть вот такие движения. Прям по мышце, костяшками. Посильнее обычно я прошу. И уж они очень хорошо расслабляют мышцы. Такие. Я просто покажу, но очень-очень слабо сейчас. Как у тебя ощущения? Не очень, да? Мурашек нет, ну, Нету, да? нормально, можно тоже попробовать. Я думаю. Посильнее или попробовать? Ну, Что? вот именно с такой же силой. Костяшками. Ну вот я делаю, да, костяшками сейчас. Посильнее, я думаю, не стоит. Мурашки точно не пойдут. Ну вот шею, да, вот можно так тоже. От этих Вот движений. щекотно было, да? Щекотно, да? Сейчас нормально. Ты как-то, воспринимаешь, что левая сторона более чувствительна. Наверное, да. Правая как-то попроще воспринимает. Ну, так часто бывает, что одна сторона более чувствительна, чем другая. Потом обычно я прошу клиента руки вперед немножко. Да. Ну, вот тогда. Ну, и часто тоже ягодицы прорабатываю клиенту. Ну, не часто, а в массаже спины точно. Сейчас я не могу этого сделать, потому что YouTube запрещает показывать ягодичную складку. Но обычно вот силой так вот прорабатываю вот эти зоны. И здесь. Ну вот я сейчас, если мышцу поднимаю, тоже щекотно. Чуть-чуть, да. Угу. А вообще хорошо. Сейчас мурашки не идут. Попробуй голову уложить на верхнюю часть лба, чтобы как бы шея выгибалась вверх. Не прогибалась, а выгибалась, как бы горб сделать. Вот. Вот так еще, вот на этом. Вот так, ага. Попробовать. Здесь немножечко в другом уже мышцы будут положение. А как здесь ощущения? Хорошо. Я сейчас буду заканчивать, а вы, друзья, присоединяйтесь к просмотру второй серии массажа спины. И не забывайте заходить на сайт курса массажа Ольги Бугановой. Всем пока!